Всем привет и добро пожаловать в новый видеоролик. В этом выпуске я расскажу про свое двухдневное приключение в городе Гонконг. Конкретно этот выпуск будет посвящен Диснейленду, в котором я провел целый день. Дорога до Гонконга заняла около 2 часов. Сначала нужно было добраться на поезде до города Жэньчжэнь. Он находится где-то в часе езды от города Гуанчжоу. По прибытию в Жэньчжэнь нужно было перейти границу пешком. Сначала нужно было перейти через мост. С моста открывался красивый вид на небоскребы Жэньчжэня, постепенно скрывающимися за горами. По прибытию в Гонконг на границу нужно было официально оформить карточку Octopus, которую можно использовать во всех видах транспорта в Гонконге. Карточка стоила 200 гонконгских долларов. Затем на границу нужно было пересесть на поезд, который шел в сам Гонконг. Дорога от границы до Гонконга заняла около часа. По прибытию я сразу отправился в свой отель. На выходе из железнодорожного вокзала сразу показались легендарные красные такси. К счастью, такси брать не пришлось, так как в Гонконге оно очень дорогое. Отель находился недалеко от железнодорожного вокзала, и можно было до него дойти пешком. Как только я заселился в свой отель, мы с подругой сразу отправились в Диснейленд. Но сначала нужно было добраться до линии Disney Resort. Перед походом в Диснейленд мы затарились едой в 7-Eleven, так как в Гонконге еда очень дорогая, а особенно в Диснейленде она еще дороже. От линии Disney Resort ходит специальный поезд, который оформлен в стиле Disney. Так что я уже погрузился в сказочную атмосферу, еще даже не добравшись до Диснейленда. Билеты в Диснейленд я покупал в приложении Clock. Один билет стоил 100 евро. Гонконгский Диснейленд был открыт 12 сентября 2005 года. Также он является самым компактным из всех существующих Диснейлендов. При входе в Диснейленд всех посетителей встречает табличка «Welcome to Hong Kong Disneyland», а сверху стоит Микки Маус. В тот день очереди в Диснейленд почти и не было, так как было очень жарко. Зайдя в сам парк, сначала мы попали на улицу Мейн-стрит, которая сделана в старинном американском стиле, а вдали виднелся тот самый замок. Естественно, сначала мы пошли к замку, чтобы поделать там немного фотографий. Поделав немного фотографий, первым делом мы отправились в зону парка, которая посвящена мультфильму «Тарзан». Аттракционы были очень реалистичными, и роботы и фигуры казались сначала настоящими. Особенно те слоны вдали. Сначала меня это очень удивило, что слоны делают в парке, да еще без ограждения. Затем мы отправились в поселок Золотоискателей, который называется Grizzly Gulch. Единственный аттракцион, который там был, это американская горка. После американской горки мы отправились в дом исследователя и путешественника. Сначала было вступление, где исследователь рассказывал про свои путешествия.
дома исследователя и путешественника сразу выходил на улицу История игрушек. Проходя через эту улицу, появляется ощущение, что ты являешься главным героем этого мультфильма. Чуть позже мы решили остановиться, чтобы перекусить. На перекус у меня был кимбаб с кимчи, а у подруги обычный кимбаб. Первый аттракцион, куда мы пошли, был посвящен Холодному сердцу. Холодному сердцу там выделена отдельная зона. Сделан очень милый городок, который чем-то похож на городок из мультфильма. Вот этот аттракцион, наверное, была одна из самых длинных очередей. Аттракцион мне тоже очень понравился. Там мы плыли по рву, проплывая мимо персонажей Frozen, которые пели песни. Her sister with an unselfish act of true and for После аттракциона Frozen мы пошли на американские горки, которые тоже находились в зоне Холодного сердца. На тот момент уже стемнело, что придало Диснейленду магическую атмосферу. После зоны Frozen мы отправились в зону Tomorrowland, в которой все аттракционы были оформлены в космической тематике. Перед закрытием в Диснейленде обычно проводится вечернее шоу. На тот момент до шоу было около часа, и мы решили сходить на еще один аттракцион, пока есть время. И мы обратно вернулись в зону, которая была посвящена мультфильму «Тарзан». Главная задача аттракциона была создать ощущение, что ты путешественник, исследователь, который путешествует по реке в джунглях. Путешествуя по реке, можно было наблюдать разные сценки. Когда мы вышли с аттракциона, мы сразу побежали к замку, так как до вечернего шоу оставалось мало времени. У замка уже столпилось приличное количество народу, и к самому замку было подойти очень тяжело, так как люди начали собираться за 40 минут у замка. А теперь предлагаю насладиться вечерним шоу. Так как шоу проходило под закрытие, выйти из Диснейленда было очень тяжело, так как все люди, которые там были, сразу ринулись к выходу. По пути я решил зайти в сувенирную лавку, чтобы купить себе сувенир на память из Диснейленда. Диснейленд на меня произвел очень сильное впечатление, так как там я был первый раз, и я мечтал посетить его с детства. Выйдя из Диснейленда, мы отправились на линию Disney Resort. Вернулся в отель только к 12 часам ночи. И на следующий день я отправился в центр Гонконга. Но об этом вы уже узнаете в следующем выпуске, где я подробно расскажу про сам город Гонконг. Спасибо большое за просмотр. Я очень надеюсь, что вам понравился этот выпуск и он был интересным. Ну что, увидимся в следующем видеоролике. Пока-пока!